Всем привет, меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube по вязанию крючком и спицами. В этом видеоуроке мы с вами научимся вязать корзинку узором паркет. Узнаете принцип вязания этого узора. Мы свяжем с вами круглое дно узором галочки. Я покажу вам бесшовное соединение этого узора и научу обвязывать край корзинки соединительными столбиками. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Давайте приступим к вязанию. Для ее вязания нам понадобится шнур или трикотажная пряжа. Я буду вязать из полиэфирного шнура 5 мм. У меня шнур с сердечником. Этот шнур от компании Promtex. Вот такое вот у него красивое плетение. Ранее из этого шнура я вязала вот такую корзинку узором верблюд. Вот по этой ссылочке можете пройти и посмотреть по ней видео мастер-класс. Нам нужен будет крючок 7 мм, ножницы, игла для того, чтобы прятать кончики, зажигалка и сантиметровая лента. Дно у корзинки это у нас круг. Круг мы будем вязать по схеме идеального круга. Вот по этой схеме. Дно мы будем вязать узором галочки, всю корзинку узором паркет. Соединять все ряды мы будем с помощью хвостика. Это бесшовный метод, самый мой любимый, потому что практически идеальный. Чтобы соединять ряды хвостиком, хвостик нам нужно оставить длинный. И сейчас я покажу, как можно рассчитать, какой длины хвостик нам будет нужен. Для начала мы просто свяжем с вами кольцо амигуруми. Немножечко хвостик оставим, вот такой вот. И свяжем кольцо амигуруми. Кладем нитку на руку, оборачиваем и здесь перекрещиваем. Берем крючок, заводим его в кольцо, захватываем рабочую нить, вытягиваем через кольцо, снова захватываем рабочую нить и провязываем первую петлю. Теперь в это колечко, когда мы вяжем с вами столбиками без накида, у нас в кольце должно быть 6 столбиков без накида. Поэтому сейчас мы с вами провяжем 5 столбиков без накида. Шестым столбиком у нас с вами будет соединение. Итак, провязываем столбики без накида кольцо амигуруми. Я провязала 3 столбика. Первую петельку, вот когда мы с вами делаем кольцо амигуруми и провязываем первую петлю, ее мы не считаем. Считаем вот эти вот горизонтальные косички, основания наших петель. Итак, я провязала 4 и провязываю 5-й столбик без накида. Теперь я затяну кольцо. Затянула. И вот у меня хвостик. Сейчас я возьму простой карандаш и вот здесь вот сделаю пометку на хвостике. Небольшую пометку. Вот она. Так, чтобы потом я могла ее найти. Сделала пометку. Теперь 5-ю петлю я убираю крючок и распускаю. Распускаю просто вот эту вот петлю. Снова надеваю на крючок 2 вот эти петельки. И сейчас этот последний столбик я завершу с помощью хвостика. Рабочую нить отложила, взяла хвостик, захватила его и провязала через эти 2 петли на крючке. Полностью теперь его вытягиваю. То есть сейчас я вам уже практически показываю это самое соединение с помощью хвостика. Провязала, немножечко рабочую нить подтянула, чтобы вот эта петелька у нас не бултыхалась. Вот у меня хвостик. Теперь я переворачиваю вязание на изнанку. И здесь с изнанки на лицо захожу крючком вот таким вот образом под первую петлю провязанную. Зашла. Захватываю хвостик и протягиваю его наизнанку. Протянула.
Теперь снова с изнанки на лицо поворачиваю вязание. И здесь уже захожу крючком. Вот у меня последняя провязанная петля. Захожу крючком под перемычку за провязанной последней петлей и в середину косички последней петли. Снова захватываю хвостик и вывожу его на изнанку. Также полностью протягиваем. И вот мы с вами сделали соединение. В итоге у нас в первом ряду получается 6 столбиков без накида. 6 оснований петель мы видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вот здесь, на хвостике, я снова делаю пометку. Пометку карандашом, так, чтобы я могла ее потом увидеть. Сделала. И теперь все это распускаю. То есть я это делаю для того, чтобы рассчитать, какой длины хвостика нам нужно, чтобы соединить один ряд. Итак, я распустила. И вот вижу эти отметки. Вот у меня первая отметка, и вот она вторая. Теперь мне нужна сантиметровая лента. И я измеряю. Вот посмотрите, у меня получилось 5 сантиметров. То есть 5 сантиметров мне нужно на то, чтобы соединить один ряд. Сейчас я это распущу и заново вам все потом покажу, как вяжется кольцо амигуруми. Итак, теперь нам нужно будет посчитать, сколько же сантиметров оставить хвостик на нашу корзинку. Смотрите, я буду вязать корзинку в точности вот такого же размера. Сейчас я посчитаю здесь, сколько у меня рядов. 1, 2, 3, 4 ряда у меня было на дно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов я вязала на корзинку. И 12 ряд я закрывала верхний край корзинки. 12. У нас получилось 5 сантиметров на соединение одного ряда. Умножаем на 12, получается 60. 60 сантиметров. Но все-таки мы с вами оставим шнура с запасом. Сейчас я отмерю 60 сантиметров, вот так. И еще пусть 20 сантиметров я оставлю с запасом, на всякий случай. Но в любом случае, если у вас не хватит хвостика, вы всегда можете его нарастить. То есть просто присоединить новый шнур. Итак, я оставила 80 сантиметров. Понимаю, что изначально вы можете не знать, сколько вам нужно будет рядов связать, но все-таки каким-то образом прикинуть можно количество рядов на дно и высоту корзинки. Поэтому оставляйте немножечко с запасом. Итак, все, 80 сантиметров у меня хвостика, я его откладываю. И с этого места буду делать кольцо амигуруми. Кладу вот таким вот образом на руку, снова показываю вам, да, оборачиваю и перекрещиваю. Беру крючок, завожу в кольцо, захватываю рабочую нить и провязываю петельку. Провязала. И теперь в это кольцо, в кольцо амигуруми, я должна провязать 5 столбиков без накида. Провязываю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала. Теперь тяну за хвостик и затягиваю колечко. Затянула. Теперь пятую петлю распускаю. Снова ввожу крючок в эти две петельки и уже закончу последний пятый столбик хвостиком. Полностью его вытягиваю.
Здесь немножечко подтяну рабочую нить. Вот так. Теперь завожу крючок в первую провязанную петлю с изнанки на лицо. Захватываю хвостик и вытягиваю его наизнанку, полностью протягивая через основание первой петли. Протянула. Теперь снова ввожу крючок под перемычку и в серединку последней петли. Снова захватываю хвостик и полностью его вытягиваю наизнанку. Все ниточки подтягиваю аккуратно. И могу себя проверить, посчитать. Здесь у меня в первом ряду должно быть 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. Во втором ряду мы должны с вами удвоить каждую петельку, каждый столбик без накида из предыдущего ряда. Мы с вами должны найти петельку, из которой тянется хвостик. Вот у нас хвостик. И вот с этой петельки мы с вами начнем вязать. Дно, как я уже сказала, мы будем вязать столбиками без накида в раскол. Что значит в раскол? Мы будем вводить крючок не под основание петель, не таким вот образом, а находить как бы галочку, да, по-другому этот узор еще называется галочками. Вот они, галочки. Здесь в первом ряду не очень хорошо видно, но я постараюсь вам показать. Вот они, галочки. Они находятся под вот этими вот соединениями двух петель. Вот, например, у нас одна галочка. Вот она. И сзади крючок у нас тоже выходит посередине галочки, под перемычкой, под основанием петли и в середине галочки. Как бы раскалываем мы эту галочку, да, поэтому узор называется в раскол. Там шумит Марго, мешает мне записывать мастер-класс. Итак, начинаем мы вот с этой петельки. Здесь у нас галочки как таковой нет, потому что здесь у нас с вами соединение. Поэтому мы вводим крючок просто под вот эти вот две петли, под соединение двух петель, вот таким образом. И вот у нас крючок выходит вот так. То есть, если вот эту вот ниточку мы вот так положим, то здесь тоже образуется как бы галочка. Это у нас хвостик, его мы убираем. Сейчас нам нужна будет рабочая нить. Ввели крючок, захватили рабочую нить, протянули и провязали первую петельку. Теперь сюда же мы провязываем еще одну петлю, то есть еще один столбик без накида. Провязали. То есть мы сейчас с вами удвоили первую петельку. В этом ряду всего у нас с вами должно будет получиться уже 12 столбиков без накида. Дальше вяжем прибавку в следующую галочку. Она у нас вот здесь вот спряталась. Вот она. Вводим крючок вот в это место. Первый ряд вязать бывает достаточно сложно. Здесь крючок у нас должен выйти тоже посередине вот этих вот двух ниточек. Сейчас я его поправлю. Провязываем сюда еще одну прибавку. Так, провязали. Идем теперь в следующую петельку и тоже провязываем сюда 2 столбика без накида. 1 и 2. Провязали. Идем в следующую галочку. Вот она у нас здесь. Здесь у нас крючок выходит тоже посередине галочки. Провязываем сюда 2 столбика без накида. Дальше в следующую. Так,
И вот сюда провязываем один столбик без накида, второй столбик без накида, вытягиваем нитку и уже закончим этот последний столбик. Он у нас получается, смотрите, если посчитать вот эти вот косички, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мы с вами провязали, 10 столбиков без накида. 11 я начала вязать рабочей нитью. Теперь уже заканчиваю вязание 11 столбика уже хвостиком. Захватываю хвостик и протягиваю его через 2 петли на крючке. Протянула немножечко рабочую нить, подтяну, чтобы вот эта вот у нас галочка была одинаковая со всеми остальными. Так, теперь захожу крючком с изнанки на лицо под первую провязанную петельку, захватываю хвостик, вывожу его полностью на изнанку. Теперь последняя петля, захожу крючком под перемычку и в середину косички, снова захватываю хвостик и вытягиваю его на изнанку. Подтягиваю все ниточки и могу посчитать, проверить себя. Все ли столбики у нас на месте. Начнем считать вот с этого столбика после хвостика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. Теперь мы с вами начнем вязать третий ряд. В третьем ряду мы также будем делать прибавки, но уже между прибавками будет у нас одна одиночная петля. То есть мы будем чередовать прибавку с одной одиночной петлей. Смотрим снова, где у нас тянется хвостик. Вот он. И с этой петельки, вот отсюда, мы с вами начнем вязать. Вводим крючок в галочку. Здесь он у нас выходит вот таким образом, да. Если кладем хвостик вот так, у нас получается тоже галочка. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем. То есть сейчас мы вяжем рабочей нитью. Хвостик у нас лежит вот здесь. Провязали. И теперь в следующую петельку провяжем прибавку. Вводим крючок в галочку, в середину галочки. Сзади он также выходит у нас посередине галочки. Провяжем первую петельку и сюда же вторую. Мы сделали с вами прибавку. Теперь в следующую петлю мы провязываем одиночный столбик без накида. Вот так. Следующую мы с вами удваиваем. Провязываем в нее один и второй столбик без накида. Дальше снова вяжем один столбик без накида в следующую петлю. Следующую удваиваем. Провязываем в нее прибавку, то есть 2 столбика без накида. Дальше снова один столбик без накида. Дальше 2. Снова 1. В следующую галочку 2. Дальше снова один столбик без накида. И 2. Провязываем 1. Давайте посчитаем. Здесь у нас в третьем ряду уже должно быть 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Здесь у нас еще остался один столбик, 17. Мы его начинаем провязывать рабочей нитью, а заканчиваем уже с помощью хвостика. Берем хвостик, и 17 столбик у нас уже
провязывается хвостиком. Подтянем рабочую нить. Так как у нас должно быть 18 столбиков, то 18 столбиком у нас будет служить соединение. Заводим крючок в первую петлю провязанную. Выводим хвостик наизнанку. Дальше в последнюю провязанную под перемычку и в середину косички снова захватили хвостик и вытянули его полностью наизнанку. Петельки опять аккуратно подтянем. Можете еще раз посчитать. В этом ряду у вас получается 18 столбиков без накида. Теперь мы начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду у нас с вами уже будет 24 петли в общей сложности, 24 столбика без накида. И здесь мы будем делать прибавки, уже чередуя прибавку с 2 одиночными столбиками без накида. И для того, чтобы у вас получался ровный круг, а не шестиугольник, всегда прибавки нужно делать над одиночными петлями из предыдущего ряда, не над прибавками. Если вы будете делать прибавки из ряда в ряд друг над другом, у вас будут образовываться углы. Поэтому также и на схеме это хорошо заметно. Там, где у нас с вами одиночные петельки, мы будем провязывать в четвертом ряду прибавки. Там, где у нас в третьем ряду прибавка, мы будем с вами провязывать одиночные петельки. И как раз у нас получится, что мы чередуем прибавку с 2 одиночными петельками. Итак, смотрим, где у нас тянется хвостик. Вот он у нас. Заводим сюда крючок под хвостик. Захватываем рабочую нить. И провязываем первую петельку. Дальше у нас с вами идет одиночная петелька, поэтому мы сюда провязываем прибавку. Дальше прибавка из предыдущего ряда. Сюда мы провязываем 2 одиночных столбика без накида. Вяжем рабочей нитью, да? Хвостик у нас лежит с правой стороны. Провязали 2 одиночные петельки, в следующую петельку мы провязываем прибавку. То есть 2 столбика без накида в столбик из предыдущего ряда. Провязали. Дальше снова у нас будут 2 одиночные петельки, 2 одиночных столбика. Мы их провязываем. Дальше провязываем прибавку. Снова 2 одиночных столбика без накида. Теперь прибавка. 1, 2. Снова 2 одиночных столбика без накида. Первый и второй. Прибавка. 2 столбика без накида в одну петельку. Дальше снова 2 одиночных столбика. 1, 2. Прибавка. 1, 2 столбика в одну петлю. И здесь у нас с вами остался один одиночный столбик. Провязываем его сюда. Это у нас получается 23 по счету петля, то есть предпоследняя. Мы провязываем, начинаем провязывать рабочей нитью. Теперь берем хвостик и завершаем провязывание предпоследнего столбика уже хвостиком. Немножечко подтягиваем и формируем последнюю 24-ю петлю в этом ряду с помощью соединения. Все просто. Аккуратно все подтягиваем. Можете себя проверить. В этом ряду у вас
должно получиться уже 24 столбика без накида, 24 вот эти вот косички. И на этом я остановлюсь. Дальше я буду вязать уже стенки. Мне хватит для моей маленькой корзинки такого дна. Если вы будете вязать корзинку побольше, большего размера, посмотрите, пожалуйста, на схему. Здесь на схеме у меня больше рядов. Я немножечко поясню вам алгоритм. Смотрите, с каждым рядом у нас получается, что увеличивается количество одиночных петель между прибавками. Сейчас мы с вами провязали 4-й ряд, и здесь у нас между прибавками было по 2 одиночных столбика без накида. В 5-м ряду их будет 3, в 6-м ряду 4, в 7-м 5, в 8-м 6 и так далее. То есть каждый ряд на 1 столбик без накида прибавляется количество одиночных петель между прибавками. И, конечно, очень важно делать прибавки между прибавками из предыдущего ряда. Можете это делать по схеме, можете делать абсолютно свободным полете, как вам нравится. То есть самое главное, чтобы они попадали у вас не на прибавки из предыдущего ряда. Тогда круг будет ровный. И если у вас корзинка большего размера, я рекомендую после того, как вы связали дно, обязательно его отпарить, провести для него ВТО, влажно-тепловую обработку. Чтобы это сделать, нужно будет прогладить дно утюгом, положив сверху какую-нибудь ткань, утюгом с паром. С обеих сторон вы проглаживаете, поправляете руками все неровности и кладете под пресс до полного высыхания. После того, как ваша заготовка высохнет, вы можете продолжать вязать стенки. Я для своего круга не буду делать ВТО, потому что он у меня достаточно маленький и получился вполне себе ровный круг. Итак, переходим к вязанию стенок. Стенки корзинки мы будем вязать узором паркет. Красивый, достаточно интересный узор, и вяжется он достаточно тоже интересно. Итак, первый ряд стенок мы с вами будем вязать вот за эти вот перемычки. Вот за эти перемычки позади косичек предыдущего ряда. Для этого узора неважно, какое количество петель у вас здесь получилось, четное или нечетное. Итак, начинаем мы, как всегда, с петельки, из которой у нас тянется хвостик. Вот она, вот эта вот перемычка. Мы вводим сюда крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, сразу же вводим крючок в следующую перемычку, захватили, вытащили и провязали вот эти 2 петельки на крючке. Вот так. Дальше вяжем таким образом. Вводим крючок вот в эту петлю. Вот она у нас от крючка, получается, 2-я. Ввели. Дальше вводим крючок в следующую петельку. У нас это перемычка. Захватили рабочую нить, вытащили. У нас 3 петли на крючке. Снова захватили рабочую нить и провязали через 3 петельки на крючке. Дальше снова вот в эту петлю, сюда, в перемычку. Захватили рабочую нить, вытащили 3 петли на крючке. Вот эту вот петельку мы должны немножечко вытягивать вот таким образом. Именно вот эти петли у нас и будут образовывать диагональные линии. Захватили рабочую нить, провязали. Идем снова сюда, в перемычку. Захватили рабочую нить, вытянули. Снова захватили рабочую нить, провязали. И таким образом мы с вами вяжем первый ряд стенок. Итак, я провязала первый ряд и остановилась вот на этом моменте. Вот у меня последняя перемычка, которую я провязала. И теперь я должна буду сделать снова соединение. Соединение с помощью хвостика. Смотрите внимательно, чтобы запомнить, и у вас потом не возникло никаких трудностей. Здесь уже в этом узоре
немножечко сложнее происходит это соединение. Итак, вот у нас мы провязали последнюю петлю, крючок, снова его заводим в последнюю петельку. Теперь заводим крючок. Вот у нас есть такая петля, которая лежит, да, петля подъема из предыдущего ряда. И мы вводим крючок вот за ее верхнюю дужку. Вот таким вот образом. Ввели крючок, захватили хвостик, протянули его через эту петлю и через 2 петли на крючке. Полностью его вытягиваем. Теперь заходим крючком. Вот эту петельку мы сейчас с вами захватили. Вот первая провязанная у нас петля. Мы в нее с изнанки на лицо заходим крючком. Снова захватываем хвостик и протягиваем его наизнанку. Протянули. Теперь вот здесь у нас рабочая нить. И вот в эту вот петлю также крючок с изнанки мы заводим под перемычку и в середину косички. Это у нас петля с вами самая последняя, которую мы провязали. Ввели крючок, снова захватили хвостик и вытянули его наизнанку. Хвостик у нас выходит в том же месте, где и рабочая нитка. Вот они, видите, рядышком. Теперь мы с вами все подтянем опять все петельки. Все ниточки подтягиваем аккуратно. И вот такое соединение у вас получается. Опять ничего нигде не заметно. Теперь начинается самое интересное в этом узоре. Второй ряд и вообще все четные ряды мы будем вязать с изнанки, с изнаночной стороны. Обычно мы с вами вяжем вот так всегда по кругу. Теперь мы переворачиваем с вами корзинку, нашу заготовку точнее, и будем вязать уже с этой стороны. Находим петельку, где у нас тянется хвостик. Вот она у нас, вот эта петля. И вводим крючок вот таким вот образом. Вот сюда, вот у нас основание петли, и под основанием петли у нас еще есть вот такая вот перемычка. Мы вводим крючок с лица вот таким вот образом под основание петли и под перемычку. Хвостик у нас пока отдыхает, нам нужна рабочая нить. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее вот сюда. Дальше сразу же заходим крючком в следующую петлю под основание петли и под перемычку. Снова захватываем рабочую нить и вытягиваем на лицо. У нас получилось 2 петли на крючке. Захватили рабочую нить и провязали первый столбик в этом ряду. Вот так. Вязать мы будем вот с этой стороны. Просто мы вяжем как бы в другую сторону по лицевой стороне, только в другую сторону. Заводим крючок вот в эту петлю. Дальше в следующую петельку на основе под основание петли и перемычку. Захватываем рабочую нить, ее вытягиваем сюда. Снова захватываем и провязываем столбик. Вот видите, у нас уже начинают образовываться такие петельки, похожие на паркет. Снова заводим крючок вот в эту петлю, в следующую. Здесь захватываем рабочую нить, вытягиваем, снова захватываем рабочую нить и провязываем. И таким образом мы с вами вяжем второй ряд. Когда мы вытягиваем с вами рабочую нить, вот эту вот, тоже ее немножечко вытягиваем подлиннее, чтобы у нас образовывались красивые вот эти вот диагональные линии. Возможно, для новичков будет еще сложно вязать такой узор, но вы все равно попробуйте, потому что он очень эффектный. Моя любимая
не только мной любимая сумка Дилайла связана именно таким узором. Давайте сейчас мы с вами провяжем второй ряд до конца, и там снова будем его соединять. Я покажу, как соединяется у нас изнаночный ряд. Из такой толстой пряжи я еще этот узор не вязала. Я провязала второй ряд до конца. Посмотрите, на каком месте я останавливаюсь. Здесь остается, как бы вам кажется, что это одна непровязанная петля. На самом деле это соединение. Здесь мы уже не провязываем. Теперь будем соединять второй ряд. Смотрите, снова заводим крючок вот под эту петлю. Здесь у нас, мы видим, снова есть вот такая вот лежачая петелька. И вот за эту дужку, за верхнюю, получается, если вот так вот перевернуть, она у нас верхняя. Вот она, эта дужка. Мы заводим крючок вот таким образом, с лица на изнанку. Вот так. Завели, захватили хвостик уже. Протягиваю через эту петельку хвостик и через 2 петли, которые у меня на крючке. Полностью его вытягиваю. Теперь вот у меня хвостик. Я захожу крючком в следующую петельку. Вот эту мы с вами сейчас захватили, провязали. И вот у нас первая провязанная петля в этом втором ряду. Захожу в нее крючком с изнанки на лицо. Снова захватываю хвостик. Протягиваю его полностью наизнанку. Подтягиваю. И здесь уже вижу, вот у меня последняя провязанная петелька. Под ней перемычка. Здесь же выходит рабочая нить. Я завожу крючок в эту перемычку. В середину последней провязанной петли. Снова захватываю хвостик. И протягиваю его наизнанку. Все петельки здесь подтяну, все ниточки, для того, чтобы у нас соединение было максимально незаметным. Вот так у нас получается. Теперь начинаю вязать третий ряд. Третий ряд у нас с вами получается лицевой. То есть нечетные ряды у нас с вами лицевые. Снова я нахожу петельку. Вот у меня хвостик, где у меня тянется хвостик. Вот эта петелька. Я ввожу в нее крючок под основание петли. И, как мы с вами вязали второй ряд, под перемычкой под основанием. Хвостик я откладываю, беру рабочую нить, вытягиваю. Теперь сразу же иду в следующую петельку под основание и под перемычку, вытягиваю и провязываю. Вот провязала первую петлю. Дальше вяжу аналогично тому, как мы с вами вязали первый ряд. Завожу крючок вот в эту петельку. Дальше иду уже в следующую петельку на основе, под основание петли и под перемычку ввожу крючок. Захватываю рабочую нить, подлиннее вытягиваю. Снова захватила рабочую нить и провязываю. Дальше снова сюда, в следующую петлю, вытянула, провязала. И так далее. Мы с вами вяжем третий ряд. И сейчас я уже дальше вам показывать не буду. Следующие все ряды на нужную вам высоту вы, пожалуйста, провяжите сами. Я вам показала, как вяжутся изнаночные и лицевой ряды. Я вам показала соединение изнаночного и лицевого ряда. И сейчас, я думаю, что самостоятельно вы уже сможете провязать
корзинку на ту высоту, которая вам необходима. Если что-то непонятно, вернитесь назад и посмотрите. Особенно в первое время трудности возникают с соединением рядов. Потом мы с вами встретимся, будем уже заканчивать вязание. Все, давайте провяжем корзинку на нужную нам высоту. Итак, я провязала 5 рядов. Решила на этом остановиться. Достаточно мне 5 рядов, потому что уже получается не корзинка, а стаканчик. Провязала, закончила. Последний у меня 5-й ряд был лицевой. И сейчас нам осталось только обвязать верх корзинки соединительными столбиками. Находим, где у нас тянется хвостик, снова эту петельку, вот она. Заводим крючок, теперь уже просто под основание петли. Сзади перемычку захватывать не будем. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Теперь идем под следующее основание следующей петли. Снова захватываем рабочую нить, вытягиваем и сразу же провязываем через петлю на крючке. Мы с вами провязали таким образом соединительный столбик. Дальше идем в следующую петельку, захватываем рабочую нить, вытягиваем и сразу же провязываем через петлю на крючке. И таким образом мы должны с вами обвязать весь верхний край корзинки. Этот ряд не затягивайте, для того, чтобы корзинка у нас сверху не стянулась и не стала пузатой. Этот узор и так достаточно такой стягивает корзинку. Еще шнур у меня достаточно эластичный, поэтому здесь нужно обязательно следить, во-первых, за тем, чтобы все у нас петельки были одинакового размера, а во-вторых, за тем, чтобы этот ряд у нас не затягивался. Итак, я довязываю его до конца. Вяжу я с помощью рабочей нити, да, хвостик у нас не задействован сейчас. Подхожу к концу. Еще раз проверю, чтобы у меня не тянуло ничего. Петельки были ровные, одинаковые. И вот я провязала последнюю петельку. Сейчас можно шнур уже отрезать и полностью вытянуть последнюю петлю. Вот так. Теперь нам нужно здесь сделать соединение. Заходим крючком в первую петельку. Вот таким вот образом. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Теперь мы должны будем ниточку вот таким образом положить, чтобы у нас вот эта вот косичка продолжилась. Поэтому мы заходим крючком с изнанки вот таким образом, чтобы у нас крючок вышел вот здесь, в серединке косички. Захватили рабочую нить и протянули снова наизнанку. Таким образом мы с вами закрыли последний ряд. Вот видите, у нас получается, что продолжается вот эта вот косичка непрерывно. Здесь у нас с вами было соединение рядов. Все аккуратно, незаметно. И теперь давайте спрячем кончики. Нам осталось с вами спрятать кончики. Посмотрите, у меня это полиэфирный шнур с сердечником, как я вам уже говорила. Если его немножечко вот так вот открыть, то вы увидите внутри сердечник. Это вот такой же шнур, только тоненький. И для того, чтобы прятать кончики, сам шнур у нас достаточно толстый, и спрятать кончик такого толстого шнура достаточно сложно. Поэтому я поступлю так. Я сейчас его отрежу покороче. Один и второй конец. Теперь вытащу сердечник. Вот так. И здесь его тоже отрежу. У первого хвостика и у второго.
как можно ниже я спускаю оплетку и отрезаю. Вот у нас остались вот такие вот тоненькие шнурочки, которые спрятать на изнанке достаточно просто. Беру иглу, ввожу в нее шнур и буду прятать кончик на изнанке корзинки, пропуская его в разные стороны под разные петельки для того, чтобы было все крепко. Спрятала, и сейчас я под последнюю петельку спрячу и выйду вот сюда вот шнуром наружу корзинки. Вот так. Теперь этот хвостик немножечко вот так вот потяну, отрежу. Маленький-маленький хвостик у меня остался. Лучше всего, конечно, на светлом шнуре это делать с помощью клея, потому что очень легко зажигалкой опалить соседние нитки, и шнур может потемнеть. Но я сейчас вот так вот сделаю. То есть мне нужно запаять. Просто у меня полиэфирный шнур, и я вот этот вот кончик его немножечко запаяю, для того, чтобы он у меня не распустился. Очень аккуратно, зажигалкой. И быстренько его прячу под петельки, для того, чтобы он еще там немножечко у меня приклеился. Сейчас то же самое сделаю со вторым хвостиком. И вот что у меня в итоге получилось. Сейчас обязательным этапом будет ВТО, влажно-тепловая обработка. Отпарьте корзинку, все ее части, и дно, и стенки, со всех сторон с помощью пара. Это может быть утюг, либо отпариватель. Проходитесь полностью по всей корзинке, придаете ей руками нужную форму. Можно что-то поставить внутрь, для того, чтобы она, вот видите, она немножечко у меня сужается кверху. Я возьму стакан, поставлю его внутрь и в таком виде корзинку высушу. После этого уже можно будет это изделие использовать. И связав эту корзинку узором паркет, я поняла, что мне не нравится, как ложится этот шнур в этот узор, потому что вот эти вот диагональные линии достаточно далеко отстоят друг от друга. Узор немножечко теряется за счет того, что еще шнур у нас сам по себе вот с таким вот плетением ярко выраженным. Если вы будете вязать такую корзинку, например, из трикотажной пряжи, и она у вас будет больше размером, я уверена, что узор будет читаться намного лучше, будет выглядеть красивее. И сейчас давайте мы измерим, какого размера у меня получилась корзинка. Напомню, что на дно я вязала 4 ряда. Так, почти 11 сантиметров у меня получился диаметр дна. И на стенках я связала 5 рядов, и у меня высота корзинки получилась 10 сантиметров. И на этом мой мастер-класс по круглой корзинке узором паркет окончен. Уверена, что у вас тоже отлично все получилось. Обязательно отмечайте свои работы по моим мастер-классам хэштегом by_behet, и я покажу их в своих сторис Instagram. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока.